Друзья, всем привет, всем доброго утречка. У нас сейчас раннее-раннее утро, я лежу и не могу встать, не могу пошевелиться. Вообще у меня болят все мышцы абсолютно. Я себя таким трупом никогда не чувствовала. Это после аттракциона Диско Пам-Пам, на который меня София вчера затащила. Она меня предупреждала, что я на следующий день не встану. Я не поверила, только похихикала. Говорю, да ладно, я в гору хожу каждый день и бегаю по 2 часа, а тут от какой-то карусельки я буду страдать. Но она была права. Она-то не первый раз на ней каталась. Это какая-то жесть. Видно, я перенапрягла те мышцы, которые как бы часто не задействовала до этого. Там же вот тебя подкидывает, надо держаться. И ты даже не замечаешь, что ты их напрягаешь как бы. Это очевидно только на следующий день, когда ты не можешь встать с постели. В общем, у нас сегодня уже 5-й день недели влогов. Поехали. Друзья, по сложившейся уже традиции, утром отвечаю на несколько ваших комментариев. Ольга, а как у вас обычно Геля ложится спать? Вы ее не укладываете и не следите за режимом? Друзья, я в принципе режим считаю самым худшим изобретением человечества, потому что человек в зависимости от нагрузки, от активности, он хочет спать либо больше, либо меньше, может захотеть поспать днем, может не захотеть спать днем. Кстати, в корейских садиках не укладывают детей спать по режиму, а только по желанию тех, кто устает, они могут пойти поспать. Как нас в Советском Союзе мучили, это я никакому врагу не пожелаю этого режима. Опять же, аппетит, да, вот что касается еды. Аппетит может быть, его может не быть. Все настолько индивидуально, все настолько зависит от обстоятельств, что запихнуть это в какие-то рамки, я считаю, это просто верхом маразма. Но это мое мнение, я никогда не призываю никого прислушиваться и следовать таким же принципам воспитания, как я. Просто мне многие упрекают в этом, ну не многие, некоторые, типа вот, вы такое говорите, а люди потом начнут за вами повторять. Друзья, я не призываю никого повторять. Вы спрашиваете, как у нас, я отвечаю, как у нас. У нас вот так в семье, у нас у детей никогда не было режима с самого рождения. Я им давала полную свободу. Но единственное, когда дети уже идут в садик и в школу, там, конечно, им приходится вставать каждый день в одно и то же время, но это вот единственный режим, который у них есть. Ольга, вы простудились? Выздоравливайте скорее. Нет, друзья, я не простудилась, у меня утром всегда такой хриплый голос, я думаю, не только у меня, у всех так. Но спасибо большое. Ольга, здравствуйте, смотрю ваши влоги с удовольствием, вы и ваша семья мне очень нравится. Мне любопытно узнать, как вы относитесь к творчеству вашего земляка Димаша Кудайбергена. Друзья, я не знаю даже такого. И хотелось бы узнать мнение Софии тоже. И еще лучше было бы, если вы записали реакцию на какой-нибудь его... Друзья, реакцию я записывать, скорее всего, ни на что не буду, потому что у Софии нет никакой реакции. Вы видели уже один раз. Вот у нее на все такая реакция. Она не понимает нашу музыку. Будет ли еще трансляция в Ютубе с Софией и Геликом? Да, я думаю, будет. В ближайшее время, наверное, когда мы поедем на море, сделаем оттуда трансляцию. Подскажите, что за крем от прыщей. Друзья, смотрите прикрепленные комментарии. Я специально прикрепила, там все девушка расписала все названия, за что ей огромное спасибо. Вы, наверное, лучше меня знаете, как у нас в России. Если у тебя есть друг, то для бабушек и мам он сразу жених. А как там относятся к мальчикам? Не в курсе. Я просто вижу, что девушки спокойно общаются с несколькими и даже гуляют вместе. Да, так и есть, они гуляют в компании, у них там половина мальчиков, половина девочек, и они общаются как друзья. Ну, вот я про Софью имею в виду. Ну, у всех так, я думаю. В Корее вообще все так символично. Кто-то один из партнеров должен предложить официально: давай встречаться, теперь мы с этого момента будем парой. Неважно, кто парень это предложит или девушка. В общем, парой становится тогда, когда официально это признают. И начинают уже отсчет времени, когда они начали официально встречаться. И потом отмечают всякие даты. В общем, у них это очень интересно отношения строятся. А так просто дружат, Только мне одной кажется, что мама стала мало уделять времени семье, в частности детям, и больше времени себе. Контент интересный, но все как-то сами по себе живут. Странно. Друзья, это же прекрасно, когда тебе дают возможность жить самому по себе. Я очень ценю свободу и свою, и свободу своих детей. Они не жалуются. Они бы не хотели, чтобы к ним постоянно лезли и навязывались, и когда они хотят, они сами этого просят.
Выделять синяки под глазами в тренде. Мой мозг... Друзья, это не синяки. Это ничего общего с синяками не имеет. Рисуется линия под мешочком, а синяки, конечно, затушевывать надо. Синяки никогда не в моде. Потому что в моде здоровый вид лица, а синяки это нездоровое что-то. Так, все, ладно, друзья, поехали, начинаем наш день. Кофе, птички. Так, где наша подружинция? Сегодня не вышла нас встречать. Привет, оливковое дерево. Ой, как сегодня свежо. Ветерок такой прохладненький прям. Ну нафиг, пошла я домой. Прохладно как-то. На завтрак у меня сегодня опять сушеная хурма. Она, друзья, очень-очень питательная, очень сытная. Правда, сахара в ней очень много. Сама по себе она очень сладкая. Ее, конечно, сахаром не засыпают, ничего с ней не делают, просто сушат. Но сама по себе хурма в Корее, она такая сладкая, что когда ее высушиваешь, она становится вообще приторно сладкая. Так, сажусь немножко за монтаж, пока время есть. Сороконожка на зонте. Знаете, что это означает? То, что в любой момент может подуть ветер, и она упадет вам на голову. Так приятно становится от одной мысли об этом. Друзья, вот такая машина каждые 2 дня проходит и обеззараживает все вокруг. Поэтому у нас нет комаров и клещей. Видите, у нее дымок такой валит. Вон она ж туда в гору уходит, дымок этот. И это по всей Корее так, не только у нас здесь, а вообще. Поэтому я за 20 лет жизни здесь ни разу клещей не встречала. Хотя где-то в деревнях они есть и даже иногда кусают людей. Я слышала о таком в новостях. Но в городах их нет. Даже в парках, на горе вот их нет, в парках их нет. Видите, как валит дым? Для людей это абсолютно безопасно. Видите, вон бабушка идет прямо в этом дыму. Гелик собирается в школу. Сегодня понедельник. Они учатся по понедельникам. У них каждый класс учится в разные дни. Так, чтобы в школе было по минимуму детей. Детей раскидывают по всей школе, чтобы они далеко друг от друга находились. Все в масках. В общем, все серьезно. Сейчас папа поведет Ангелину в школу, он всегда ее с утра отводит, а я потом забираю. На, я передаю ему камеру. 아니, 가자. 학교 갑시다. 백kin초등학교. 1학년. 얼른 가. 안젤리, 아빠 뭐, 안녕. 잘 갔다 와. 들어가. 여기다 두고 가 태우. 들어가. 태우야 이따가 이쪽으로 나와. Друзья, время 25 минут 12, и я иду за Ангелиной. Гелик вышел. Привет, что это у тебя за сумочка? Моя 이거? 만들었어 스스로? 응. 진짜? 안진아 그린 거야? 응. 누구야 이거? 꼬부기? 응. 우리 꼬부기? 응. 재미있었어 학교? 뭐 배웠어? 오늘 어. 짧은 거랑 짧은 거랑 긴 거. 시험 잘 봤어 안젤리나? 시험이 진짜 대박 시었어. 응. 짧은 거랑 긴 거 중에 긴 거를 골라야 돼. 진짜? 그거. 이게 시험이야? 와, 그럼 안젤리나 잘했네? 나 100점이야. 100점? 와, хай-фай. У меня рук-то, как всегда, нет, не хватает. Это вот, друзья, родители по очереди, ну, родители, бабушки, дедушки, кто угодно, вот так дежурят на переходах возле школ, абсолютно всех, и чтобы дети безопасно переходили дорогу. Хотя здесь и так все для этого предусмотрено. И лежачие полицейские, и специальное освещение там.
Ну, в общем, все. Снижение скорости. И все равно стоят, еще дежурят люди, чтоб, не дай бог, какую-нибудь вот такую козявочку, внезапно выскочившую на дорогу, 신신카 안 가져왔어? не сбила. 응? 신신카 안 가져왔어? 엄마 걸어왔잖아. 밥은 어떤 거 먹었어? 매운 오이랑 그리고 김치랑 그리고 콩밥이랑 그리고 무슨 무 국물인가 그런 거 같은데. 고기는? 그리고 고기 있긴 하지. 다는 감자랑 그리고 거기 구운 감자? 구운 감자랑 그리고 거기 옆에 고기 있었어. 고기 있었어? 응. 그거 꿀 들어있는 거. 꿀 들어있는 거? 꿀 그거 있는 거. Ой, господи, Ангелина, Ангелина. Друзья, я сгоняла, купила чикен и пиво себе холодного. Один день в неделю разврата, ничего страшного. О, нам посылка пришла. Какая-то опять. Друзья, эта посылка из школы пришла. Недавно приходила Ангелине, а это пришла Софии. Это такой паёк в связи с коронавирусом, из-за того, что дети в школу не ходят практически, ходят мало. В общем, их подкармливают таким образом государство. Вот здесь перечень всего, что здесь есть. И это органик, все продукты, без каких-либо химикатов. Давайте сравним. Я, кстати, недавно смотрела такое видео про Америку. В Америке тоже детям выдавали такие пайки, и там были какие-то печеньки, всякие напитки, в общем. А в Корее это выглядит вот так, друзья. Перец. Он не горький. Огурцы. Грибы. Вот тут даже написано про все свойства лечебные этих грибов и как их готовить. Конечно же, кимчи. Кстати, мы еще Ангелинину кимчи не съели. Это вот Софье такую упаковку кимчи дали, а Ангелине... вот такую вот упаковку кимчи давали. Ну, в принципе, одинаково по весу. По весу это 1 килограмм и это 1 килограмм. В общем, кимчи все должны есть по килограмму, что мал, что стар. Лук. Вам, наверное, сейчас покажется смешно, друзья, но в Корее овощи стоят довольно дорого, а тем более органические овощи. Морковка. Дыня. Дыня, друзья. Так, это пакетики со льдом. Картошка. Картошка. Помидоры. И пачка риса. Пачка риса, а у Ангелины было почему-то две пачки риса. Странно, почему у Ангелины было 2, а Софьи всего 1. Вот такой вот был рис у Ангелины. Видите? Один простой рис, а другой чапкок. Чапкок, это который такой прям липкий. Вот, корейцы любят его очень. Было 2 пачки риса. Ну, а фирма одна и та же. Югинон это органик. В общем, риса у нас теперь на год хватит точно. Так, а где книжка с рецептами? У Ангелины в коробке лежал вкладыш, такая книженция, и там было с рецептами, что из этих продуктов можно приготовить, какие блюда, прикиньте. Ну вот как-то так. Все, что нужно знать о корейских приоритетах в еде. Только овощи, кимчи, рис, фрукты. А у Ангелины были мандарины. У Софьи дыня, у Ангелины были мандарины. И грибы тоже были. По-моему, такие же были грибы. Вот это все было. Я не снимала Ангелину коробку. Это все было. Еще был кабачок у Ангелины, цукини был. Картошка тоже была, по-моему. Блин, друзья, я не знаю, это так приятно чувствовать вот эту заботу государства. Я знаю, что во всех странах сейчас выдают эти пайки. И я думаю, всем, наверное, так приятно. Всем приятно, что вот как-то вот так. Оно вроде не надо это все тебе. Но когда кто-то о тебе думает, присылает тебе какие-то продукты, там вот это вот. Блин, почему это так приятно? Я не знаю. Еще там с рецептами, когда было. Я вообще там чуть не расплакалась, когда Ангелину коробку открывала.
Милота. Друзья, что вы думаете, мне удастся одной поесть чикен? Нет, они все сбежались на запах курицы. Ангелина поела в школе, София только проснулась. И все хотят мою курицу, а она одна и маленькая. Вот такая у меня вынужденная диета. В принципе, я всегда съедаю одно крылышко, и мне достаточно, поэтому хватит на всех. Мы такие едаки. Мога, Анди. Я пошла на свою территорию. А где мой телефон? Пошла на свою территорию. Кайфовать, друзья, пошла. До свидос. Друзья, по многочисленным заявкам сегодня муж приготовит блинчик из кимчи. Блинчик из кимчи. Я просто думала, у вас не продается кимчи, но вы прислали просто тысячи комментариев, что у всех сейчас даже в самой глуши, в самой деревне продается кимчи, и просили показать рецепт, и сегодня муж покажет. Сегодня у нас как раз идет дождь, а именно дождь – это та самая погода, когда корейцы едят вот этот кимчиджон. 그지? 비가 올 때 제일 많이 먹는 음식이지. 제일 많이 먹지. 지금 비가 오니까 막걸리와 같이. ну, маккули, ладно, маккули наверняка нет у вас, это брашка рисовая. В общем, сегодня будет блинчик из кимчи. начинай, 시작하자. 한국에서 가장 많이 먹으면서 가장 쉬운 요리야, 어떻게 보면. 그러니까 여러분도 누구나 김치만 있으면 집에서 할 수 있는 요리. 김치전은 사람마다 조금씩 틀려요. 김치만 넣고 하는 사람도 있고, 뭐 이렇게 튜나, 참치 뭐 이런 거 섞어서 하는 사람도 있고, 여러 가지 있어. 어떤 사람은 야채를 또 많이 넣고 하는 사람이 있고. 근데 지금은 우리 가장 심플한 것부터 시작을 해보고 싶다. 그냥 김치만 넣고 일단 해서 먹어도 정말 맛있어요. 김치 대신 단 김치가 처음 사서 익지 않은 거 말고 조금 시간이 지난 걸 해야 됩니다. 제일 중요한 포인트. 그냥 처음 사갖고 안 익은 거는 먹으면 맛이 없어요. 모든 요리 그렇지 않아? 아 그렇지 않아요. 아 모든 요리 그렇지 않아? 어저께 그 김치볶음밥도 마찬가지잖아. 물론 김치볶음밥도 조금 익은 게 낫지. 김치찌개도 그랬고. 그치, 그럼 그치. 무슨 요리 안 그래? 겉절이, 김치 겉절이 뭐 그냥 먹을 때 김치. 아 그냥 먹을 때는 말고는 요리할 때 말이야. 요리할 때 항상 익는 김치 필요하잖아. 거의 한국 요리는 거의 그렇지. 근데 나 갑자기 기억이 안 나나. Ну все, давай. Я-то лучше 자, знаю, как правильно. 자 먼저 그냥 김치예요. 김치를 400g 정도. 400g은 꽤 많이 들어가네. 우와. 400 грамм кимчи, говорит, нам понадобится. Не дофига ли мы? Кто будет 이 это есть? 정도예요. 괜찮아, 누가 먹을 거야 이거? 몰라 나도 아무도 안 먹을 것 같아. 아무도 안 먹어, 승근아. 난 배불러 안 먹어. 200g 해, 200g. 그래? 응. 좋아, 그럼 다시 시작. 자, 우리가 조금만 해보자. 네, 조금만 해보겠습니다. 200g. 자, 200g. 200g이면 얼마큼이냐? 1인분 아니면 2인분 그 사이 정도예요. 이게. 자, 200g 넣었어요. 200g입니다. 김치 대신 요 정도 크기 잘게 좀 썰어주세요. 조금 많이 보다 더. 200 грамм кимчи, друзья, нарезаем поменьше. Это примерно на 1-2 человек. Порция будет. Просто у нас сейчас все сытые, как 이렇게 оказалось. 해서, 네, Никто не будет это есть. 김치 넣었어요. 다음에 뭐가 들어가냐? 중요한 거 이거예요. 부침가루. Пучимкару. Это 밀가루 специальная. 좀 틀려요. Это необычная мука, это специальная для вот таких вот блинчиков мука, друзья. Чтобы блинчики получались хрустящими очень. 부침가루는 Вы писали, что у вас продается это, поэтому я и это. 100g에 100g. 100 грамм. На 200 грамм кимчи 100 грамм. 100 грамм вот этой муки. Просто кладем, не просеиваем даже. 100g 넣습니다. Обычно он никогда не использует весы в готовке, всегда все делает на глаз. Это только ради вас, чтобы как бы, чтобы был какой-то более точный рецепт. Он использует сейчас весы впервые в жизни. 중요한 포인트. 국물. А, 이게 очень важно вот эту водичку А туда еще 15 положить.
Где-то 15 грамм. 15g이니까 뭐 대충 Да ты уже 50 грамм ливанул. 이 정도면 15g 될 거예요, 대충. 자고 섞어줍니다, 이렇게. Перемешиваем. 이렇게. Интересно, что сюда входит в состав, друзья? 자, 물 아까 50g 집어넣었어요. 50g 넣은 다음에 다 섞어. 끝이에요. 섞으면 열심히 섞으면 끝이에요, 이게. 식용유를 충분히 두르고 열이 올라올 때까지 기다려야 돼요. На сильном огне ждем, когда очень хорошо раскалится сковорода. Он говорит, это же такое простое блюдо, такое простое блюдо. Я говорю, конечно, оно простое, когда у тебя есть микс с вот этой мукой. А раньше, говорю, как готовили? Он говорит, раньше, говорит, полдня уходило. Смешать все эти ингредиенты. Там же и яйцо в этой смеси, и чего там только нет. 기름이 좀 없는 것 같으니까 좀 더 줄이겠습니다. Друзья, многие спрашивают, где муж научился готовить. На самом деле он очень хорошо готовит профессионально. Он работал поваром по молодости еще во французском ресторане. Потом у него свои были рестораны. То есть он любую кухню мира, в принципе, может приготовить. Поэтому он нас и готовит. Когда перевернули, уже начинаем его как бы прижимать, припечатывать, чтобы он был тоньше. 조금 여기 눌러야 돼. 너무 두꺼워. 완전히 파킹 같아. 아니, 안 두꺼워요. 두꺼웠잖아요. 김치 때문에 좀 두꺼운 거, 김치가. 아니 여기 안 눌려서 한 번은 여기만 눌렸어. 이제 거기 안 눌려서 한 번 더. 진짜 왜 그렇게 신경 안 써? 한쪽이 괜찮아, 한쪽이 못 먹어. 어차피 안 먹을 거잖아. 그래도 보기 좋게? 소이 소스 만들어야 돼? Ангелина, тебе жарко, да? 더워서? Ты что такая грязная? 이거 가야지 오늘 시킨대. 아이, 필요 없어? 예쁘게 만들어야지 뭐지. 이걸 찍어 먹기 위해서 소스를 만들 겁니다. 간장. Соевый соус, одну ложку. 한 스푼. Чинканджан. Соевый соус тоже разный, нужен чинканджан. 물도 한 스푼 똑같이 1:1. Ага, одну ложку воды. О, господи, все, друзья, я сплю на ходу. Одну ложку воды, одну ложку соевого соуса. Смешиваем 1 к 1. Потом немножко сахара. 반 스푼만. Пол ложки. 반 스푼 대충 반 스푼. Пол ложки сахара. 반 스푼. 그다음에 여기다가 참기름. Кунжутного масла немножко. 참기름이 조금만 똑 떨어지면 끝입니다. 식초 필요 없어? 식초 없습니다. 이거 필요 없습니다. 여기다가 깨 있으면 깨 넣고. 이 소스입니다. 이게 끝. Кунжутное масло и кунжутное семя немножко, если есть. Вау! По-моему, у кого-то блин горелый получился. 이거는 지금 참치 안 넣은 거야. 내추럴 그러니까 김치 우리나라 전. 이게 매워 보여? 아빠가 매운 거 좋아해서 조금 더 넣었어. 매운 고춧가루 조금. 아빠. 나 시바견 한 거 읽고 싶어. 스케치북.
맛있어? 맛있네. 멸치로 김치도 맛있네요. 원래 근데 내추럴 먹지 않아? 아니야. 이거 살 수 없었어? 아 진짜? 막걸리 없냐? 막걸리. 막걸리. 원래 비 올 때 저기야. 비가 오면 막걸리. Да, друзья, дождик, там такой льет, прям настоящий летний ливень. Все, как я люблю. Ангелине назло, сейчас открою сетку. Пусть залетят монстры. Слушайте, какой звук дождя. Молния. Молния офигенная. Даешь гром, небеса. Гром не дает, только молния. Так, все, пошла я на свою крышу наслаждаться, друзья. О, гром дает, гром дает. Давай сильнее, давай басов подбавь. Ое! Я пошла на крышу наслаждаться дождем. Всех вас люблю, всех обнимаю. Прошу прощения за такой короткий влог, но я до сих пор еще не выложила то видео, оно до сих пор на монтаже. Целый день его монтировала, правда. Люблю вас. Пока. До завтра.